Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов, и сегодня у нас на обзоре гитарный процессор от компании Zoom. Их у нас две модели. Это модель G2-4 и модель G2X4. Погнали! Что ж, предлагаю немножко подробнее рассмотреть эти две модели. Хочется сразу сказать, да, что они полностью у нас идентичны, за исключением того, что у модели G2-4 нету педалей, у модели G2X4 педаль есть. Хочу обратить внимание, что здесь сделаны достаточно большие массивные кнопки. Для чего они сделаны? Друзья, предлагаю досмотреть ролик до конца, и в конце мы скажем, зачем компания Zoom сделала такие большие кнопки на этом напольном гитарном процессоре. Все пресеты здесь от 1 до 250 они идут по убывающей с названием различных групп, песен и тому подобное, и еще обозначается год. То есть самый новый пресет здесь это 2021. И далее мы листаем и вот видим всяческие 2013 Get Lucky и тому подобное. И Карус, вот Fuzz Universe, это Пол Гилберт, наверное, 2010. Короче, такой нестандартный подход. Мне кажется, это прикольное решение. А теперь давайте послушаем эти пресеты и поймем, действительно они, стоят ли они того и вообще как они звучат. Давайте вернемся к самому первому. Ну, такой некий кранч, педаль. Когда она не горит красным огоньком, это значит, что по умолчанию она работает всегда как педаль громкости. Окей, давайте дальше рандомно полистаем куда-нибудь подальше. Вот Stranded 2016. Ну, вот здесь наша педаль работает уже как пич. Ну, кстати, достаточно неплохо. И педаль работает достаточно неплохо, и пресет вполне достойный. Давайте дальше прям рандомно куда-нибудь переключимся. Вот 2007. Что это такое? Pretender? Ну, если честно, не очень убедительно. Мне вот пока первое впечатление, что пресеты заводские, которые вот кранчевые, чистые и какие-то не хайгейновые такие, без модуляции, они звучат четко. А вот со всяческой модуляцией они, конечно, требуют доработки. Давайте какой-нибудь еще дальше посмотрим. Еще более олдскульный. Просто даже по названиям уже не очень понимаю, что это значит. Вполне прикольный такой кранч. Ну, давайте какой-нибудь чистый найдем все-таки, потому что в основном компания Zoom решила сделать упор на какие-то экстремально перегруженные пресеты. Ну, в общем, достаточно неоднозначное у меня мнение по поводу заводских пресетов. Ну, а теперь предлагаю нарулить наш с вами пресет с тем звуком, который нас будет полностью устраивать. Предлагаю для начала сделать это на чистом. Вот как у нас звучит DI-сигнал. Без обработок, без кабинета, без всего. У меня сейчас выбран, можем выбрать
даже с вами любой пресет. Вот, 287, отлично. Погнали, заходим нажатием вот этой клавиши. Нет, сори. Переключаемся обратно. 278 у нас был. Мы нажимаем на вот эту кнопку, и мы оказываемся с вами внутри настройки нашего пресета, где у нас есть 3 блока для различных эффектов. Это, к примеру, усилитель, какой-то перегруз и пространственная обработка. Нажимаем вот сюда на кнопочку «Эффект», и мы видим с вами здесь первый раздел, да, так называемый, где у нас присутствуют различные эффекты. Здесь компрессор, какой-либо фильтр, грелка, далее хорус, аналоговый дилей. Ну, я предлагаю сейчас в это не углубляться, а просто начать с того, что для того, чтобы наш пресет зазвучал, нам нужен усилитель. И в данном процессоре они представлены вместе. Это усилитель и кабинет. Они у нас находятся в самом конце. Вот у нас здесь какой-то уже стоит, по-моему, с перегрузом. Вот у нас здесь что-то маршалообразное такое стоит, но поскольку нам нужен чистый звук, предлагаю вот этими клавишами вверх-вниз полистать и посмотреть, какие здесь есть усилители. 800-й, видимо, Friedman. Вот, Fender Twin. Отлично. Давайте оставим его, только чуть-чуть, может быть, уберем серединку, уберем вверх. Да, такой более матовый его сделаем. Отлично, с этим мы утверждаем его. Далее мы здесь видим нашу вторую секцию. Заходим туда, также нажимаем на кнопку «Эффект». И предлагаю повесить сюда хорус. Хорус. Вот у нас хорус. Давайте посмотрим, какие здесь есть опции выбора. 3 хорус, стерео хорус, детюн, тремоло, фейзер. Ну, в общем, вся модуляция здесь есть, вайб. Блин, достаточно много всего на самом деле. И это прикольно, потому что есть из чего выбрать, есть что порулить. Тут, конечно, можно зарыться в эффектах, в их настройках. Но вот все, мы уперлись в конец выбора. Давайте все-таки вернемся к хорусу. Мне вот приглянулся там не просто хорус, а 3 хорус. Это такой должен быть прям интересный звук. Давайте оставим его. Нажимаем сюда. Что же мы сейчас имеем в данном пресете? Это Fender Twin, хорус. И давайте все это полирнем еще каким-нибудь ревером или дилеем. Кстати, хочу отметить, что на самом деле здесь можно назначить гораздо большую цепочку эффектов, чем из 3 до 6 эффектов. Но это мы сейчас очень долго можем рулить, потому что выбор тут действительно огромный, поэтому предлагаю сделать такой минимал техно-набор и все-таки вернуться к нашей третьей позиции в нашем пресете и поставить сюда дилейчик. Так, это опять хорус. Вот аналоговый дилей. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть выбор. Дилей, аналоговый дилей. Так, и все? Так мало? Нет, вот, ленточный дилей. Ленточный дилей 3. Dual дилей. Soft Echo. Блин, очень много на самом деле. Компания Zoom решила взять все-таки не качеством заводских пресетов, а выбором эффектов. И это на самом деле круто, потому что вы можете нарулить очень достойный звук. Это правда. Так, давайте все-таки вернемся. Вот ленточный дилей мне... Интересно, ленточный дилей 2 это какой? Видимо, какая-то скрытая функция, которую надо заслужить еще. Давайте вот оставим Tape Echo 3.
Что тут есть у нас по настройкам? Модуляция, время, повторы. Ой. Ну что ж, у нас получился вот такой вот пресет, состоящий из Fender Twin, хоруса и ленточного дилея. Повторюсь, что функций очень много, выбора эффектов здесь действительно колоссальный, и можно потратить многие часы, чтобы добиться нужного вам звучания. В общем, круто. Теперь предлагаю нарулить звук на перегрузе. Как у нас звучит DI-сигнал. Мы находимся сейчас в пустом пресете и сразу перемещаемся во второй слот для того, чтобы выбрать усилитель и потом в первый слот перед усилителем поставить грелку или перегруз. Давайте слушать. Итак, сразу идем в конец. И слушаем, что у нас здесь предлагается из усилителей с перегрузом. Ну, это некое подобие такого маршала, плекси. 45-й маршал. Так, идем дальше. 800-й. Ну, давайте его оставим. Итак, далее мы находимся в секции выбора наших перегрузов. Давайте вот Sweet Drive выберем и послушаем, как он звучит у нас. Но, конечно же, нужно еще повесить сюда Noise Gate, поэтому переходим в третью секцию и смотрим, что у нас здесь есть. Так, это секция компрессора, Zoom, Noise Reduction, Noise Gate. Ну, я так понимаю, что это просто разновидность Noise Gate. Давайте все-таки остановимся на классическом Noise Gate. Выберем его и посмотрим, как это работает. А работает это пока у нас не очень, поэтому нам нужно посмотреть. Да, немножко странно он работает, как будто бы с задержкой. Вот очень на экстремальных значениях он срабатывает, и почему-то да, странно на самом деле работает Noise Gate, потому что мы поставили все как бы на максимум. Ну вот только на максимальных значениях он справляется с нашим перегрузом, хотя перегруз не экстремально какой-то у нас жесткий, можно посмотреть, ну, гейн достаточно деликатно у нас настроен. Ну, возможно, Noise Gate, который вот зумовский, он работает как-то поинтереснее, но давайте пока оставим так и послушаем, что у нас получилось на данный момент.
Достаточно достойный звук для ритма, но для соло его можно, конечно, раскачать чуть-чуть, добавить перегруза, да, и повесить реверочек и дилей. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Итак, секция ревера. Спринг, еще один спринг. Блин, прикольно, что один и тот же эффект, а выбор как минимум два. Респект компании Zoom, что есть из чего выбрать. Ну, давайте вот выберем Hall Rever и послушаем. Давайте все-таки подкрутим наш noise gate. Вот сейчас он у нас как будто бы вообще не работает, хотя значения достаточно стоят, ну, близкие к максимальным, но здесь есть вот такая вот ручка, хоп, вот тут FX in, а тут гитар in. И удивительно, что вот в этом положении все, тишина, и все работает. Так, двигаемся далее. У нас в нашей цепочке есть сейчас драйв, усилитель, noise gate, ревер. Не хватает только одного, это дилея. Но на самом деле тут есть еще у нас функция назначить сюда какую-либо педаль и еще шестой пустой пресет. Но давайте все-таки ограничимся в данном случае в наши 5 слотов, попробуем уместиться. Итак, финальный штрих — это дилей. Вот он у нас дилей. Ну, мы помним, да, из чистого пресета, что тут вот у нас был ленточный дилей, пинг-понг, реверс. Вот тут уже не справляется Zoom, видимо, с таким большим переключением по эффектам. Какая-то тут ошибка выскакивает, но пока вроде все работает. Вот дилей, просто дилей. Ну, в общем, такой примерно у нас получился пресет для перегруза с пространственной обработкой, с нойзгейтом, ревер, дилей. Достаточно достойный выбор эффектов, достойный звук. Ну, как я ранее говорил, друзья, можно провести очень много времени, потому что в поисках вашего звука, потому что большой выбор эффектов. И, как я уже тоже говорил ранее, заводские настройки звучат немножко сомнительно и требуют доработки, но я бы сразу при покупке этого процессора углублялся в изучение всех эффектов и рулил бы свой собственный звук. Итак, какие выводы после сегодняшнего обзора мы можем сделать про эту линейку процессоров?
Ну, во-первых, конструктивное решение. Здесь достаточно, они, тактильно прикольные, они маленькие. Вот этот еще меньше, потому что нет педалей. Есть все самые необходимые функции по подключению. Также плюс то, что этот процессор может работать как аудиоинтерфейс. Если говорить про интерфейс внутренний, то, конечно же, к такому маленькому экрану, достаточно олдскульному, нужно привыкать, как и к управлению. Хотя плюс-минус все достаточно сделано интуитивно. Если говорить про звуки, конечно, прикольно листать пресеты и видеть знакомые названия песен, там еще год, когда вышел этот трек. Но, если честно, заводские пресеты, которые построены на перегруженном звуке, очень звучат сомнительно. И кроме того, что они прикольно названы, в них ничего интересного и достойного нет. Чистый звук и такой легкий кранч, если его доработать, может звучать хорошо. Но, как я и сказал, когда мы рулили наши собственные пресеты, что здесь есть очень большой выбор эффектов, усилителей, и я бы при покупке этого процессора начинал бы изучение сразу с рулежки своего звука. С рулежкой. Да, как я говорил ранее, что при покупке этого процессора я бы сразу углублялся в изучение и настройку собственных пресетов, либо в доработку каких-либо заводских. Друзья, вообще пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по поводу вот этой линейки процессоров Zoom, по поводу классических, да, Zoom 505, 707, какие там были еще модели, их было большое количество, насколько я знаю, и по поводу какой-то старшей линейки, кто их использует, кто что любит, и вообще как вы относитесь к компании Zoom, потому что у компании Zoom есть очень много приборов, как от бюджетных начинающих, так и до какой-то профессиональной лиги, так скажем. Лично я этот процессор советую тем, кто, во-первых, да, кому важен размер процессоров, но если учитывать, что все современные процессоры уже дошли примерно до такого форм-фактора, конкретно этот прибор будет полезен тем, кто только входит в мир гитарного строения, процессоростроения, кому интересно сразу углубляться в цифровое изучение этих девайсов, ну и для тех, кто начинает только свой путь с электрогитары. Итак, пишите ваши комментарии и мнения по поводу этого гитарного процессора. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Артем Камалетдинов. И, кстати, кто досмотрел этот ролик до конца, сейчас мы расскажем, зачем на этом гитарном процессоре нужны такие большие и массивные кнопки. А может сказать, друзья, я вас обманул. Смотрите следующий ролик. И именно там мы расскажем, зачем нужны на процессоре такие большие кнопки. Да нет. А вот так вот. Вот так вот.